Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак, и сегодня будет у нас обзор самого дешевого 3D лазерного уровня с зеленым лазерным лучом. Стоит он всего 3500 рублей. Называется этот уровень Hilda 3D Green. Буквенно-числовой артикуль у него LS055. Приходит вот в такой сумке. Пришел, кстати, достаточно быстро, в районе 2 недель. В комплектации инструкция на английском языке, зарядное устройство, поворотное основание, аккумулятор и сам прибор. И давайте, конечно же, посмотрим все поближе. Так, друзья, из инструкции мы можем узнать рабочее расстояние 30 метров, но это опять же в зависимости от степени освещения, как вы понимаете. Точность плюс-минус 0,2 мм на метр. Диапазон работы компенсатора плюс-минус 4 градуса. Устанавливается уровень меньше, чем за 4 секунды. Рабочая температура от минус 10 до плюс 40. Температура хранения от минус 20 до плюс 70. Относительная влажность 90%. Класс лазера 2, длина волны. Резьба для крепления 1,4 и 5,8 дюйма. Вольтаж батареи 3,7 вольта. Время работы от одного заряда 3,9 часов, но это в зависимости от количества включенных плоскостей, вес и размер. Друзья, более подробные характеристики можете посмотреть на сайте laserlevel.ru. В комплекте такое зарядное устройство с евровилкой, его технические характеристики можете посмотреть вот здесь. Также, друзья, в комплекте есть поворотная база с 3 микровинтами. Площадка сверху крутится вокруг своей оси. Также крутить вокруг своей оси ее можно этим винтом. И 2 винта поперечного и продольного смещения всей площадки. Она смещается в районе 1 см. Либо сюда, если крутите этим винтом, либо сюда, если крутите, соответственно, этим винтом. Здесь расположен пузырьковый уровень для пространственной установки именно этой базы. Внизу имеется резьба 5,8 дюйма для крепления на штатив. Ножки имеют резиновые накладки, но сами наконечники, друзья, скорее всего сделаны из пластика, и их можно полностью скрутить. Поворотная база сделана полностью из металла и весит она практически 430 грамм. Далее в комплекте идет вот такой аккумулятор на 5000 мАч 3,7 вольта. Заряжается непосредственно сам аккумулятор от сети, и он легко довольно разбирается. Давайте сейчас я его разберу. То есть, собственно говоря, снимаете крышку и получаете доступ к 2 стандартным баллонам типа 18650. При надобности их, конечно, можно заменить. Так, друзья, и сам прибор. Сделан он, откровенно говоря, из низкокачественных материалов. Тонкая дешевая резина и такой глянцевый тонкий пластик. Очень много помарок по корпусу, каких-то царапков. В общем, такое ощущение, как будто он бэушный. Но, собственно говоря, это новый такой прибор. Но, опять же, друзья, это 3500 рублей. Не забывайте про это. Снизу расположена резьба, только 1,4 дюйма. Здесь вот резина так находит друг на друга. И вот такие помарки, они везде. Боковая башня приклеена на клей, здесь видно остатки клея. То есть на самом деле, друзья, сделано все довольно топорно и халявно. Сверху также расположена резьба 1,4 дюйма. Это если купить комплект чуть подороже на 500 рублей, там будет такое крепление потолочное маленькое. Сюда как раз, которое и крепится. Сверху расположено сенсорное управление с 2 кнопками AUT и H и V. Соответственно, управление вертикалями и управление горизонтом. AUT обозначает режим работы с приемником, но его здесь по факту нет. Какие лазерные модули здесь используются, сказать сложно, но это однозначно модули местного китайского производства. Сегодня, конечно же, мы их посмотрим, какая у них толщина линии, и сравним их с модулями Osram и японскими модулями Sharp. Здесь находится тумблер, он также болтается, не имеет жесткого положения, но могу сказать, что маятник заблокирован в принципе хорошо, ничего не болтается. Да, друзья, и что самое главное, здесь нет батарейного отсека, здесь аккумулятор вставляется прямо так, просто вставляете таким образом. Насколько надежное такое крепление аккумулятора покажет только время, о какой-либо защите здесь говорить также не приходится, поэтому работать даже во влажных помещениях, мне кажется, нужно с осторожностью. Вес прибора с составленным аккумулятором 680 грамм. Так, и давайте, друзья, посмотрим его по функционалу и разберем алгоритм переключения плоскостей. Итак, начнем с режима работы с заблокированным компенсатором. То есть сейчас компенсатор заблокирован, можно включить уровень. Нажимаете на кнопку H, загорается горизонт. Но, друзья, обнаружил такую ерунду. Здесь получается такая ситуация, что конусная призма прячется за корпусом этой башни. И по факту лазерный луч виден только с одной стороны. Если я сейчас переверну, то здесь луча не видно. То есть, друзья, на самом деле это, конечно, очень смешно. Как можно было такое допустить, я не понимаю. Но опять же все списываем на цену. 3500. То же самое с вертикалями, но здесь уже вся призма открыта полностью. Поэтому, если нужно воспользоваться линией под наклоном, то это в принципе можно сделать любой из вертикалей. Второе нажатие отключает первую вертикаль и включает вторую вертикаль. Третье нажатие включает обе вертикали. Ну и, соответственно, горизонт на отдельные кнопки. Получается, что на самом деле алгоритм переключения плоскостей довольно удобный. То же самое, в принципе, происходит при разблокированном компенсаторе.
То есть здесь уже призма открыта полностью, здесь все нормально, не переживайте. И то же самое с вертикалями. То есть можно включить либо одну вертикаль, либо включить один горизонт. Сама сенсорная панель очень хорошо срабатывает даже от любых легких прикосновений. Здесь нареканий нет. При разгоризонтировании, если уровень будет наклонен больше, чем 4 градуса, то линии будут мигать и издаваться звуковой сигнал. Установка компенсатора, как заявляет производитель, происходит менее чем за 4 секунды. Давайте посмотрим. Раз, два, 3. Да, с этим я полностью соглашусь. Устанавливается где-то в районе 3 секунд. Как я говорил ранее, аккумулятор заряжается отдельно от прибора, но также можно заряжать его и установленным в прибор, в то же время одновременно работать. Иногда, друзья, бывает, что подключаете аккумулятор к сети, вставленный в прибор, и у вас не загораются плоскости при нажатии на кнопку. Для этого просто надо удержать несколько секунд клавишу H, чтобы загорелся горизонт, и только после этого начнут переключаться на вертикали. Не знаю, почему так происходит, но тем не менее имейте в виду. Друзья, по поводу поворотной базы. Здесь тоже не обошлось без косяков. Сейчас я установил на нее прибор. Давайте включим. То есть он стоит неровно. Я выкручиваю одну ножку, настраиваю как бы прибор. То есть вот он стоит сейчас более-менее ровно. И, собственно говоря, при повороте происходит опять какой-то наклон. То есть если я буду его опять подстраивать, снова поворачиваю, снова происходит смещение. То есть такое ощущение, что поворотное основание, сама платформа имеет некий наклон. И возможно, что еще сама резьба в приборе установлена немножко криво. Одно накладывается на другое, и получается вот такой результат. Но опять же, возможно, это только в моем экземпляре. Винт, который крутит вокруг своей оси, в принципе, крутится плавно. При реверсе стандартно возникает холостой ход в районе 2 оборотов, но это нормально. Собственно говоря, получается, что площадка пригодна только для каких-то узких задачек. Вокруг прибор на ней не повращать. Но опять же повторюсь, возможно, это только мой экземпляр. Так, друзья, и давайте сравним толщину лазерных линий на разных расстояниях. Так, друзья, сравнивать будем, значит, с Fukuda MW93T3GX, у которого стоят лазерные модули от германской компании Osram. Его обзор можете посмотреть на канале, либо перейдя по ссылке в правом верхнем углу. И для сравнения с лазерными модулями Sharp возьмем лазерный уровень FirePo F190M. Это некий апгрейд уровня F190R. То есть по факту это получается микс. Горизонт у него зеленого цвета, а вертикаль красного цвета. Так, и давайте начнем с 1 метра. Так, друзья, по толщине на 1 метре, как бы это странно ни казалось, но выигрывает Hilda. Она всего в районе 1 мм, не больше. Сверху идет линия от излучателей Osram, она чуть больше 1 мм. И внизу от излучателей Sharp, она в районе 2 мм. По яркости они в принципе все хорошо видны. Давайте посмотрим на 5 метрах. Так, друзья, на 5 метрах ситуация немножко меняется. Более именитые излучатели сверху Osram, а снизу Sharp здесь вырываются вперед. То есть по толщине они чуть меньше 2 мм. У Hilda лазерный луч виден в принципе хорошо, но не так отчетливо, как, допустим, у Fireco и у Fukuda. И по толщине у Hilda луч чуть-чуть потолще, где-то 2,1 мм. Так, и давайте посмотрим теперь на 10 метрах. Так, и на 10 метрах становится очевидно, что Osram пока на сегодняшний день остаются самыми лучшими излучателями. То есть толщина у него на 10 метрах в районе 2 мм, отличная яркость, четкие границы. От него в принципе недалеко ушел и Sharp, также четкие границы, отличная яркость, по толщине чуть больше 2 мм. Ну и лазерные излучатели, которые установлены на Hilda 3D Green, проецируют линию на 10 метрах толщиной в районе 3 мм. Тоже в принципе классный показатель. Виден луч в принципе также хорошо, хотя границы у него не такие четкие, как у двух других излучателей. Так, друзья, с толщиной линии разобрались. Теперь осталось тогда проверить его на точность. Если в принципе он будет довольно точный, то такой прибор, несмотря на все его изъяны, в принципе имеет место быть. Так, друзья, давайте быстренько проверим горизонт, проверим вертикали по ранее проверенному тому же вот Fukuda 3D Green и проверим расхождение 90 градусов между вертикалями. Горизонт будем проверять на расстоянии 10 метров. Прогоняя по точке все стороны горизонтальной плоскости. Так, друзья, для начала давайте я установлю его на такую новую поворотную базу, не которая у него идет в комплекте, а которая продается отдельно. И начнем проверять горизонт. Да, друзья, все ссылки на все используемые приборы в этом ролике вы, как всегда, найдете под видео. Так, друзья, отмечаем первую точку по центру линии. И теперь поворачиваем прибор на 90 градусов.
Тем самым будем прогонять все сектора горизонтальной плоскости через эту точку. По идее, она должна проходить с допустимой погрешностью. И расхождение должно быть не больше 4 мм на 10 метрах. Как правильно считается погрешность, я говорил в предыдущих роликах, поэтому сейчас повторяться не буду. Да, друзья, пока не повернул прибор, хочется сказать, такое ощущение, что за время съемки обзора линия стала гореть намного тусклее и размазаннее, что ли. Честно говоря, это опять же относится к излучателям. Есть такой очень немаловажный показатель у всех этих излучателей, как время жизни. То есть сколько конкретно проживет этот излучатель, сказать сложно, покажет только практика. На сегодняшний день самые живучие излучатели — это, конечно, излучатели Osram, потом идут Sharp. Но они также в том числе умирают и перегорают. Поэтому идеальных и вечных излучателей пока что нет. Так, ну давайте повернем прибор на 90 градусов. Я буду поворачивать по часовой стрелке. И смотрим, как эта сторона проходит через точку. Так, друзья, я дико удивлен, но вторая сторона проходит просто идеально через эту же точку. Давайте посмотрим третью сторону. Для этого снова развернем прибор. Как вы заметили, я подключил его уже к сети. Друзья, и третья сторона проходит также абсолютно через точку. Честно говоря, я реально сильно удивлен. И давайте посмотрим последнюю, четвертую сторону. Для этого еще раз развернем прибор. Так, друзья, и четвертая сторона проходит также через точку, но появилось маленькое смещение. То есть на самом деле, друзья, это просто идеально настроенный горизонт. Давайте посмотрим вертикали. Для проверки вертикалей я буду использовать уже ранее проверенный лазерный уровень. Если у вас такого нет, то можно просто взять нитяной отвес. Итак, друзья, первая сторона первой вертикали у Хилды проходит абсолютно параллельно вертикали Фукуда. Фукуда идет слева, Хилда справа. Давайте посмотрим вторую сторону первой вертикали. Для этого, соответственно, повернем прибор. И также запоставим. Так, и вторая сторона первой вертикали идет также абсолютно параллельно вертикали Фукуды. Давайте посмотрим теперь вторую вертикаль у Хилды. Включаем вторую вертикаль и сопоставляем. Давайте посмотрим. Так, друзья, теперь Хилда идет слева, справа Фукуда. Видно, что первая сторона второй вертикали просто идеально проходит по отношению к вертикали Фукуды. Давайте посмотрим вторую сторону второй вертикали. Для этого снова повернем прибор. И вторая сторона второй вертикали также идет абсолютно параллельно. В общем, друзья, что касается точности вертикали и горизонтали, то Hilda 3D Green реально удивила, она просто идеально настроена. Давайте посмотрим расхождение угла 90 градусов. Как вы помните, для проверки расхождения угла 90 градусов между вертикалями отмечаем точку на перекрестии двух вертикалей. Это очень важно, от нее будем плясать. И отмечаем две точки на расстояниях. На одной вертикали и на другой вертикали. То есть у меня в одну сторону 2,5 метра и в другую сторону отмечу точку на 8 метрах. Потом просто поворачиваете прибор на 90 градусов и совмещаете все эти три точки. Так, друзья, вот у меня отмечена первая точка на расстоянии 2,5 метров. Вот если вам видно. И давайте отметим точку на 8 метрах. И вот отмечена вторая точка на 8 метрах. Теперь давайте повернем прибор. Поворачиваем прибор на 90 градусов, передвигаем вручную и наводимся перекрестием на точку под прибором. И потом одной из вертикалей наводимся на вторую точку. Я буду наводиться на ближнюю, потому что мне ее хотя бы видно. А потом смотрим, как проходит вертикаль через дальнюю точку. Если угол 90 градусов соблюден, то в пределах допустимых погрешностей линия будет проходить через третью точку. Так, друзья, вот я навелся на нижнюю точку. И вот таким образом навелся на ближнюю точку. Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на дальней точке. И на дальней точке, как видите, линия проходит с погрешностью около 2 мм. По разборке и настройке этого прибора я видео делать не буду, так как в принципе эта информация есть. Ее посмотреть можете в обзоре на сайте laserlevel.ru, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Собственно говоря, настраивается он достаточно просто, но опять же он раскладывается просто на две половинки неудобно. И поэтому придется каждый раз после того, как покрутили тот или иной болтик, собирать его и проверять. Это довольно муторно и занимает очень много времени. Так, друзья, ну хочется подвести какой-то итог. На самом деле этот лазерный уровень Hilda 3D лично у меня вызывает большой диссонанс. Честно говоря, с одной стороны просто нереально низкая цена, 3500 рублей. С другой стороны очень низкое качество сборки, неизвестные излучатели и непонятно сколько они проживут. Очень мне не нравится, что здесь нет батарейного отсека и батарейка вставляется просто так. Опять же пришла кривая платформа. В общем, друзья, честно говоря, не знаю. Но опять же, возвращаясь к точности, настроен
уровень просто круче всех. Поэтому покупать его или нет, конечно же, опять решать вам. Но в принципе за 3500 рублей вы получаете зеленый 3D уровень. В общем, друзья, вот такой получился обзор. Если видео было полезным, как всегда, ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться на канал. Впереди еще много новых приборов. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем добра, пока-пока.